Привет, привет, мои дорогие. Вопрос такой: о чем вам нужно знать прямо сейчас? Это карты Ленорман и Таро. И все зависит от того, какой у вас есть вопрос. Если вы сейчас хотите узнать, что хотят высшие силы сказать по вашему вопросу, касательно всех сфер жизни, которые вы для себя загадаете. Вы все знаете, что у нас есть 12 сфер жизни, самых главных. И просто задайте свой вопрос. Это может касательно любви быть, личных отношений, да? Либо же это может быть касательно финансов, или же может быть здоровья, может быть бытовые вопросы, может быть квартирный вопрос, может быть вопрос переезда или суда. В общем, любая сфера жизни. Если вопросы суда – это 8-й дом гороскопа, если денег – это 2-й дом и 8-й, если своей личности, например, как себя показывать или нет, какую черту характера в себе развивать, это будет 1-й и 7-й, потому что 7-й, как другие люди вас видят. Вот. Если касательно родительского дома или своей недвижимости, это будет 4-й дом, а карьера – это 10-й дом. Если касательно, например, хобби или каких-то удовольствий, дети – это 5-й дом. А друзья, это по оси идет у нас уже 11-й дом. 11-й дом, друзья или же какие-то мечты ваши, переживания, вы хотите, чтобы что-то получилось и так далее. Далее, 6-й дом – это работа и здоровье. Работа и здоровье напрямую связаны. И по оси 12-й дом – это карма или же теневое я. Я сделаю расклад на 12 домов гороскопа. Вы загадайте, в каких домах вы хотите правду услышать. Кстати, для всех людей будет проигрываться по-своему. Потому что, когда вы спрашиваете, задаете вопросы, Вселенная вам отвечает, и хоть слова могут быть те же самые для всех, но понимает каждый человек все слова по-своему. Здесь у меня лиловые и вишневые сумерки. Я в каждый дом буду выкладывать те и другие карты. Показывать буду все карты, поэтому вы можете быть уверены, что будет о вас идти речь, и что карту вы увидите, и вы поймете ее даже без моих слов. Может быть, я не сумею все, что захочу, все, что выйдет мне, вам сказать. Вот, в общем, такое дело. Итак, смотрим 1-й дом и 7-й. Ну вот, а 1-й дом – это ваш характер, ваша внешность, ваше поведение. А 7-й – это характер и внешность других людей, как вам видно из 1-го дома, как вам видны другие люди. А из 7-го вы видны другим людям. То есть вот 7-й дом, вот какой вас видят другие люди. Человеком очень сильным, энергичным, всегда готовым прийти на помощь. И немножко одиноким, таким грустным. Это карта башни. Или же профессионалом своей работы. Я сейчас буду сравнивать, но вначале 1-й дом. 1-й дом – это вы, ваш характер, ваше поведение. Дьявол и письмо. Да, нелегкая судьба, нелегкая у вас судьба. Проиграется у некоторых, что судьба нелегкая. Вас обманывали люди, вас подставляли, вам делали больно, вас обижали, вами пользовались, а потом бросали как ненужную вещь. Это все дьявол, который использует других людей в своих интересах. Вот так с вами кто-то поступал. И вот эти нераскрытые письма, это вишневые сумерки, говорят о том, что вы с этими людьми, которые вас обижали, давно потеряли связь. Или же они пробуют с вами связаться, а вы просто слишком большая боль. Вы не пускаете их в свою жизнь. И вообще-то правильно делаете, если это ваша ситуация. Если же вы пускаете тех, кто вас обижает в свою жизнь, и контактируете с ними, или по почте, или еще как-то здесь вот, не давайте себя в обиду, не давайте себя в обиду. И мы теперь смотрим чисто по астрологии. Я астролог, кто не знает. У меня, кстати, есть курс очень классный по астрологии. Чисто по астрологии, вот 1-й дом, да, это вы. И вы видите других людей. Вот когда вы смотрите на того человека, про которого вы подумали, это может быть партнер по делам, родственник, друг или же любимый человек, муж или другой человек любимый. Когда вы смотрите на других людей, вы видите, что вы хотели бы с ним или с ней улучшить отношения. И вы хотели бы вместе строить какое-то будущее.
Теперь, когда люди смотрят на вас, с 7-го дома, они смотрят на вас, да? С дома другого человека смотрят на вас. Они видят вас как человека, который давно уже не отвечал на их письма, или же который закрыт от них. Вот сделайте свои выводы. Что вы хотите? Вы хотите открыться для этого человека или вы хотите продолжать быть закрытым? Сейчас я добавлю карты, чтобы посмотреть. Итак, о чем вам нужно знать прямо сейчас, да, касательно вас, первый дом? Смотрите, делайте так, как вам хочется. Это туз пентаклей. Так, насколько у вас сердце лежит. И вообще-то нельзя никогда ориентироваться с желаниями других в себе в ущерб, потому что об этом дьявол и пентакли. Туз пентаклей – это вы, один человек. Вы в первом доме всегда один. Поэтому ориентироваться надо на свои интересы, а также ориентироваться надо на свои предпочтения и делать то, к чему душа лежит, и делать это как можно с большим удовольствием, и тоже делать, что можете. Вот по тузу пентаклей делать, что можете, и не оглядываться на других людей. Другие же люди будут вас теребить, будут хотеть с вами взаимодействовать, и с некоторыми из них, не со всеми, но с некоторыми, вам советуется взаимодействовать, потому что 4 жезлов – это очень хорошая карта. Строить с ними будущее. 7-й дом – это один человек, тот, о котором вы подумали. Строить будущее с этим человеком вам стоит, потому что в этом есть огромный потенциал. Строить будущее стоит. Ну вот, если у вас был вопрос касательно любви и личных отношений, да, потому что 1 и 7 – это касательно любви или других отношений с одним человеком. Карты вам советуют строить с этим человеком отношения, потому что есть потенциал, есть в будущем вы как очень успешная пара, или же 4 жезлов, которые добились большого успеха в делах или в карьере по 3 пентаклей, или в работе, тоже в карьере башня. В общем, вам стоит присмотреться к этому человеку и строить с ним отношения, потому что человек будет стараться с вами взаимодействовать на равных, то есть как бы не будет больше вас обижать. Ну вот так показали карты. Теперь, когда он видит вас, вот видите как, у некоторых проиграется, что он все-таки видит вас как вот этого, да, искусителя. То есть может быть там флирт какой-то был раньше с вашей стороны. Но флирт бывает разный. И ну, такой, понимаете, касательно там вот этого всего, спальни, вопроса спальни, такого вопроса. Или же флирт бывает другой, профессиональный флирт и так далее. Но видят вас вот такого, который флиртует, который иногда скрывает, что хочет. Человек другой видит вас, о котором вы сейчас думаете, он видит вас скрытного и боится, что вы у себя на уме. Так вот неожиданно карты показали, да? Вот если касается отношений, вы кого-то загадали, то, знаете, человек хочет, чтобы вы открылись, потому что он додумывает ваш образ, потому что вы очень закрыты. Может, вы уже перетерпели много боли, много обид, и теперь вы закрываетесь, потому что вы боитесь, что вас обидят опять. Но это человек другой, о котором вы сейчас думаете. Он себе досочинял в вашем имидже, в вашем образе что-то, что вам не принадлежит, дьявол, да? Он насочинял себе в вашем образе что-то такое, что он додумал или она. Кстати, мальчики, имейте совесть, вас так мало на моем канале, вы каждый раз меня упрекаете. Расклад для всех, на все дома гороскопа, мы все люди. Камон, 21 век, мы не делим людей на там подчиненных и женщин, мужчин и так далее. Просто люди. А чем вы там в спальне занимаетесь, это совсем другое. Да? Теперь, просто как человеки, что вы мне вот удар ниже пояса все время делаете? Мол, а где для мальчиков? Для всех я делаю. Мы с мужем вообще не делим друг друга по этим признакам. Просто люди, мы просто все, но остальное там это только одна часть жизни, не основная. В общем, ладно, сказала, потому что каждый день мне нужно отвечать на такие комментарии, они какие-то обидные, и совсем я их не заслуживаю.
Anyways, может, это вот мальчики смотрят и хотят все время ко мне придраться. Но это нет, это о вас, конечно, это просто так слово я сказала. Вот, и здесь речь идет, что это вы, и необычная карта, да, для вас. Себя увидеть с такой стороны не хочется. Но знаете, почему некоторые, особенно тот человек, о котором вы спросили сейчас, видит вас с этой стороны вот именно так? Потому что вы закрыты, вы боитесь удара, вы боитесь, что вас обидят, потому что уже не раз обижали. И поэтому это другой человек, он домыслил, додумал ваш образ, и вот у него получился вот такой образ. Вот и все. Так что вам, наверное, не нужно бояться скрывать себя. Нет, не нужно. Нужно просто взаимодействовать спокойно, без всякой ложной дипломатии или ложной скромности и так далее. Просто взаимодействуйте свободно с внешним миром. Вот это что касается дома партнерства. Я сейчас посмотрю два дома. Это 4-й. 4-й это будет дом ваша недвижимость. И также 10-й дом карьера. Добавлю карты Ленорман. Здесь две колоды, она такая большая, много карт. Вот здесь посмотрим, что касается дома и карьеры. Если были вопросы, например, куплю я дом, продам я дом, с кем я буду жить, вот это все карты ответят. Звезда, вы звезда у себя дома. Это очень хорошая карта. У вас будет роскошный дом, чтобы вы увидели, это карта метла. У вас будет роскошный дом, вы будете жить счастливо, долго, будете любить свою жизнь, у вас будет все хорошо, в доме вы будете звезда, то есть с вами будет считаться, не будут вас обижать, не будут вас унижать. Вот видите, вам нечего бояться, так что откройтесь больше своим домашним, вам нечего скрывать и бояться. Метла это вам, вашему дому может нужна чистка от негатива, но это не у всех, конечно, проиграется, у некоторых. Или же метла говорит, что нужно просто расширить свою жилплощадь, возможно, она недостаточно большая сейчас. Но звезда говорит, кстати, о многих, что вы можете работать из дома, можете делать что-то из дома, что вам будет приносить доход. И эта звезда, например, будете воспользоваться соцсетями, медией, чтобы показать людям, что вы умеете. В общем, звезда из дома – это звезда, которая работает где-то в своем маленьком месте, но и при этом продукция ваша будет очень популярна. И карьера. Карьера здесь, ух, как классно. Карта ребенок, новый, и паж жезлов. Паж жезлов говорит о хлопотах, возможностях, поиске. Пажи – это никогда не вестник, это никогда не результат. Пажи никогда не приносят новости. Почему? Ну вот как мой учитель меня научил, и он учил меня очень-очень правильно. Он великий эзотерик, вот здесь в Канаде у нас, да, но не только в Канаде, кстати, он из Британии. Но он меня учил так, что первое, нужно знать, пажи – это незрелые выводы. Да, это как дети или юношество, молодой ум новичка, ну, в любом возрасте, может быть, ну, такой неопытность такая, да. Вот, поэтому пажи это всегда ищут поиск, да, поиск чего-то, поиск возможностей. Как вот в картах игральных, валет это хлопоты, да. Валет жезловый или же паж жезловый всегда поиск энергии, поиск во что вложиться. Где найти лучшее место? И вот это значит, что многие из вас могут найти очень хорошую работу и очень скоро. Потому что поиск работы, новую работу получите. Я добавлю еще одну карту. Добавлю одну карту в 4-й и одну карту в 10-й. Немножко темновато меня видно, вы же простите. Я сижу напротив окна, это у меня вечно зеленый, такая стена растений. Думала, что просто, чтобы вам приятнее было. Итак, отшельник попадает в 10-й дом. Вместе с пажом жезлов и ребенком отшельник говорит, что вы будете много работать или на себя, или в свой кабинет будете иметь. Вот, будете или наставником, у вас будет что получаться, работа будет, все будет очень хорошо складываться. Отшельник – это человек, который нашел вот золотую жилу, да, в этой латерне золотая жила. Тот, который нашел что-то, что сделает вас богатым человеком, да, что сделает вас обеспеченным.
И о чем вам нужно знать прямо сейчас? Что-то будет. Может быть, другие люди и ваши враги не хотят, чтобы вы знали об этом. Может, вас хотят запугать и внушить вам, что вы вот такой человек. А очень много раз так бывает, что самые интересные, успешные такие люди, да, которые многое могут и помогают другим, их часто вот так вот оклеветали. Это вполне возможно, что это ваш вариант, и вас оклеветали. А вот так о вас могут говорить за вашей спиной враги. А вы вот такой, видите, дьявол покрывается вот этой картой, вы отшельник, то есть вы всем хотите добра, вы хотите, чтобы была справедливость, чтобы все были счастливы, вы всем людям желаете хорошего, вы очень добропорядочный человек, а другие люди могут быть враги у вас, кстати, вот так могут вас выставлять, да, что на самом деле вам тяжело это пережить, это несправедливость. Но отшельник, он идет и делает свои дела и не реагирует на то, что там плохие люди делают или говорят, потому что о человеке всегда нужно делать выводы о том, как он себя ведет и что он говорит. Не о ком он говорит, а что он говорит, да. Например, ваши враги, которые не хотят, чтобы вы об этом узнали сейчас, то, что я говорю, потому что вопрос такой был, о чем вам нужно знать сейчас. Вот это все, что я говорю, вам нужно знать, а ваши враги, может, не хотят, чтобы вы это узнали. И они вам внушают какую-то ненужную вам информацию, дают. И так бывает, что эти враги пришли к другим людям и наговаривают на вас. Но другие люди, если они не дураки, они поймут, что тот, что говорят враги, они говорят сами о себе, а не о вас. Человек узнается по своему собственному поведению и потому, что он говорит, а не о ком говорит. Вам нужно знать это четко. Итак, 4-й дом, еще одна карта. Видите, это паж меча. В доме, в вашем доме, вот в личном доме, в вашей семье кто-то ищет с вами войны, да, потому что очень вам завидуют, вы звезда, и кто-то вам очень сильно завидует, идет на скандал, может, скандалы были уже, кто-то вам завидует и ищет с вами какую-то войну затеять хочет. Ну, вы поняли, что вот как раз об этом шла речь, и эта карта вышла, что и показала она, так что не ведитесь на вот это все, это обман, и откроется, в конце концов, человек будет виден по словам его, да, и по делам его. Есть такой родственник, который ищет с вами войны, постоянно лезет на рожон, постоянно хочет поскандалить, метла и паж меча, в общем, об этом. И вы звезда, ну понятно, потому что идет сильная зависть. Так, дальше мы будем смотреть деньги. Деньги — это 2-й дом и 8-й. 2-й дом, 8-й. И еще добавлю Ленорман. Итак, 2-й и 8-й. Смотрим, 2-й дом, это деньги на каждый день, будут деньги, это туз чаш. Вот будет такая работа, которую вы будете любить. И эта работа может даже перейти где-то или из других стран, или из других народов, из другой культуры даже. Или это торговля тем, что вы производите, или вы в продажах. Но те, кто сами производит, это не в продажах люди, да. Например, вы делаете уроки, какие-то книгу пишете, вы не в продажах, вы просто продаете свое произведение искусства. Теперь меняется совершенно время, и теперь начинается время, когда каждый человек сможет продать свое произведение искусства. Посредники всякие уходят на 2-й план, другое время, время информации. Так что вы сможете торговать на весь мир своим искусством, своей продукцией. Да? Ну и будете вместе с теми и продавать свою продукцию. Вот это хорошо, это увенчается успехом, принесет вам деньги. Деньги приходить будут. Вселенная будет любить то, что вы производите, и будут люди, которые будут любить то, что вы производите. Итак, 8-й дом — это отложенные деньги. Пока у вас с этим туго, 5-ка пентаклей. Ну, большие мечты есть и надежды, карта звезда. У вас туго с этим, потому что то ли вы потратились на родственников, на других людей, то ли вы кому-то одолжили, до сих пор не отдали, то ли поделили, может быть, наследство неправильно, или еще какие-то неприятности. Может, вы купили что-то по какой-то неправильной цене, какую-то большую покупку сделали по неправильной цене. Не переживайте, потому что если вы что-то купили по неправильной цене, я вообще никогда ничего не сдаю в магазин.
Я считаю, что это моя ошибка, и поэтому я, в принципе, очень редко делаю неправильные покупки. Если бы я сдавала, как многие люди, я бы продолжала делать неправильные покупки. Но это мой такой вывод, а вы делаете сами. Пятерка Пентаклей говорит о том, что денег сейчас отложенных особо нет у вас, да, но вы хотели бы их отложить. Итак, я еще беру по одной карте во второй и одну карту восьмой. Во второй дом попала шестерка меча. Понимаете, вот шестерка меча это уход, это спасение, но это неправильное спасение. В общем, в начале идея хорошая, спастись, например, спасти свою продукцию, да, делать ее по-другому или продавать другому контингенту людей. Это правильно, спасти свою продукцию или какую-то другую продукцию делать. Но не стройте иллюзии, потому что здесь какие-то иллюзии у вас есть. Нужно все обдумать хорошо, взвесить, и логическое мышление нужно. Вы знаете, о ком я сейчас говорю из вас, да? Кто хотел бы, например, получить лучшую работу, но у вас иллюзии, что, например, этот коллектив плохой, будет лучше. Коллектив это всегда другие люди. В общем, научитесь взаимодействовать даже с плохим коллективом, потому что коллектив это всегда другие люди, это никогда не бывает идеально. Вот такой вопрос. Карта Солнца, в принципе, она перекрывает пятерку Пентаклей, это очень хорошо. Солнце говорит, что или у вашего мужчины будут деньги, может наследство получит, может как-то работа у него пойдет или найдет другую. Или у вашего мужчины будут деньги, или у вас. Но Солнце говорит, что будет много денег в будущем на большие покупки. Так что вы об этом не переживайте. Теперь я возьму, если у вас были вопросы относительно 5 и 11 дома. 5 дом – это может хобби какое-то, как с детьми обращаться, будут ли свидания с мужчиной. 5 дом – это радости, одним словом, ваши. А 11 дом, в общем, это надежды на радости, да. Так что берем 5 дом и 11 дом. И еще Ленорман смотрим. Пятый и 11. Вы свои слова услышите, даже вот все одинаково услышат, но поймут по-своему. В 5 доме это пятерка чаш. Может быть, вы поссорились с любимым, но нужно помириться, ребенок. Может, вы поссорились из-за детей, из-за его детей от первого брака или из-за ваших детей. Но у вас была с вашим любимым человеком недавно какая-то ссора, и он вас обидел, или она, да? Обидел, причем жестоко, что вы чувствуете, что надежды рухнули, вы его просто сжались вся и не ожидали такого удара от близкого человека, вас обидели. То есть у вас в радости в личной жизни теперь слабо идут, туго. Может быть, с детьми, потому что карта ребенок. С детьми вы друг друга не понимаете. Поколения никогда друг друга не поймут. Никогда. Потому что мы для детей это их прошлое, а дети для нас это наше будущее. Понимаете, мы находимся в разных измерениях. Поэтому всегда до конца нельзя понять своих детей и родителей. Это будет просто борьба безуспешная. Поэтому здесь вам советуется не печалиться, и простить себе, может, что вы что-то лишнее, может, сказали, простить своему ребенку. Если это касательно свидания, то человек, с которым у вас вот все прошло полностью, может, уже давно прошло, ведь меня иногда смотрят люди, у которых уже давно все прошло, и еще обвиняют меня, что я там вот говорю, будет все хорошо. Но если выходят такие карты, как я могу сказать, что будет все плохо? То, что прошло, человек вас обидел, был плохой человек, вы расстались, например, там 3 месяца, год назад, будет новый человек. Вот и все, будет новый человек, будет новая любовь. Об этом 5 дом, у вас будет новая любовь, будет новый человек. Я возьму дополнительные карты. 5 и возьмем сразу в 11 дополнительно. Посмотрим в 5 дополнительно. Смотрите, а это денежный человек входит сейчас в вашу жизнь. Новый и денежный. 10 Пентаклей. Это когда у вас жизнь с этим перспективным или с тем, с которым еще возможно помириться. Да? Ваша жизнь, она будет наполнена смыслом, счастьем, радостью. И 10 Пентаклей – это когда есть благополучная жизнь, личная жизнь удалась. Вот так карты показывают. Все. 11 дом – это друзья, и
друзья, это сложно. Если вы очень молоды, это для вас важно. Если вы уже там 35 плюс, и это еще для вас важно, здесь нужно что-то с этим делать, да, если это супер важно. Конечно, классно, если вам повезло, у вас есть друзья детства или юношества, вы с ними поддерживаете отношения. Это отдушина. Но в наше время мало у кого есть. Если вы относитесь к таким людям, мы вам по-хорошему завидуем, и все. Девятка пентаклей – это вы. Вы в своих интересах. Это вы здесь одна, так что не печальтесь, если таких сильных, преданных друзей у вас нет. У вас будут другие возможности найти новых друзей, и все ваши надежды оправдаются, потому что 11-й дом – дом надежд. И еще вот очень мощная карта пятерка жезлов. Это когда, может, вы с друзьями не то что ссоритесь, а вы с друзьями не то что конфликтуете, нет, а вы с друзьями спорите на какие-то интересные темы. Но здесь нужно не увлекаться, потому что можно и потерять дружбу, если слишком горячий спор. А также здесь карта рыбы говорит о том, что, может быть, есть друзья у вас или же состоятельные. Это хорошо, они у вас ничего не будут просить, потому что очень часто друзья, они нас используют. Ну, я по себе скажу, очень часто меня использовали друзья, поэтому у меня, в принципе, сейчас вы самые лучшие друзья. Вот. И карта рыбы говорит, что есть, может быть, у вас друзья, которые вас использовали. Или материально, или еще как энергетически, да, ведь жезл – это энергия, часто проходит. И вам нужно держать свои интересы при себе. Это также карта не только денег, но и любви. Может быть, у вас и один друг, но настоящий, а вот из 5 один только настоящий, а 4 не настоящих. И вы у себя одна, вы у себя самый лучший друг. Не забывайте, что дружба с собой – это супер важно. А когда мы с собой не дружим, когда мы себя обвиняем, там, ругаем, мы себя, это самосглаз называется, смотрим в зеркало и недовольны собой. Но если нет дружбы с собой, то и друзья будут с вами дружить плохо, они будут вас использовать. Держите это эту идею во внимании. А теперь будет следующие 2 дома, то есть ось. Это ось 6-я, 6 и 12, дом 6 и 12. 6 дом показывает на работу и здоровье, и 12 на карму. И еще карту Ленорман. Трудно снимать, чтобы было и стол видно, и меня, но сделать нелегко. Так, ну что ж, смотрим 6, работа. 6 пентаклей. На работе, может быть, вы вкладываетесь в других, еще в 2 других людей, делаете их за них их работу. Начальник, может быть, рычит на вас, вот такой здесь такой зимний злой медведь. Может быть, начальник вас нагружает работой, и, знаете, может быть, не было до сих пор денег, но по 6 пентаклей вы хорошо заработаете. Вы будете довольны, у вас будут деньги, потому что вы специалист. Но здесь, понимаете, вот, что касается здоровья по 6 пентаклей, ну что вы себе оставляете? Здесь вот все в нумерологии выражено, да? Вот вы к себе плохо относитесь, скорее всего. Поэтому и расклад такой вышел, чтобы вам сказать, что вам нужно знать сейчас. Самое главное, я вижу, по 6 дому проходит. 6 дом вообще супер важный, хоть его все не любят. Итак, по 6 пентаклей одному нищему, ну нищему мифологически, астро-мифологически, метафорически, это может быть нищий, это может быть нищий духом на работе, кто требует от вас чего-то или манипулирует вами. Или же это даже может быть работа домашняя, бытовая, мужчина вас сделал рабыней Изаурой, да, такое может быть. Короче, что здесь выходит? Одному из этих, в кавычках, нищих, они нищие, они просто вымогатели. Вы даете 3 пентакля из всего, что у вас есть, да, это ваша сила, ваша энергия. Другому, такому же нищему, но он просит, может быть, не так хитро, вы даете 2 пентакля, потому что они сказали, что вы такой вот жадный, да, и вы им должны. Ну вот они вас как бы начинают упрекать, чтобы вы в себе начинали сомневаться. И что выходит? Что вы себе оставили? Правильно, 1 пентакль. То есть из 100% вы заработали, например, 100%. Здесь у нас 6 пентаклей. Ну, 100% это, допустим, 60.
там рублей, но я уже по старинке, потому что я еще из Советского Союза выезжала, там у нас 60 рублей, там, ну сколько я получала как преподаватель, 100 рублей в месяц, да, ну допустим 60, так легче нам поделить, вот, ну это пример привожу, если вы заработали 60 рублей, 30 рублей одному отдали, 20 рублей другому, но это энергию свою отдали, силы свою, сделали работу за других или дома, или на работе. И себе, любимой, вы оставили только 10 рублей. Как вы считаете, это правильно? Да, но это еще, как если уже судить по нынешним, так нам раньше платили как? Там после высчетов, мы даже не знали, что на что шло, да, высчетов. Просто давали и все, деньги, как будто, не знаю, как будто нам ничего не надо знать. А теперь, когда приносит чек, например, здесь у нас, ну так ты смотришь, сколько ты заработал, сколько там на то, налоги туда-сюда, высчеты, осталась у тебя половина. То есть из 60 рублей половина будет 30, да, и так далее. Ой, ну вот, и сделайте математику, и не работайте за других. Дайте людям возможность самим работать. А если человек работает, он, конечно, профессионал становится. Готовите ли вы обед или работаете на предприятии. То есть не делайте никогда работу за других. Вам кажется, что таким образом вы им помогаете, потому что они вымогают у вас. Вот. Но на самом деле эти люди еще больше требуют. Вот не делайте этого. Итак, 12-й дом самый интересный, это дом тайны. И здесь, вот смотрите, вы еще не были любимы, вот собака и королева чаш. Так как Вселенная задумала вас, как Вселенная хотела бы вас видеть такой любимой женщиной, чтобы о вас заботились, чтобы вы себя чувствовали женщиной, чтобы вы себя чувствовали человеком, как вот есть на кого опереться, но у вас до сих пор не было этого. Поэтому 12-й дом говорит, что вам еще предстоит испытать настоящую любовь обязательно. Я добавляю карты в 6-й и 12-й дома, вначале в 6-й, а потом 12-й. В 6-й дом вышла 5 меча. И 5 меча говорит, что ваша работа, она истощает вас. Вы себе сами вредите тем, что перерабатываетесь, устаете. Ну, смотрите, вы работали, да? Если у вас дети маленькие, плюс дети, еще одна работа, плюс вечером еще муж и дом. Это уже сколько? 4 работы. Вы не в состоянии это все выдержать. Вам нужно упрощать свою жизнь, да, упрощать свою жизнь. Ну, раньше вот такая была вещь, что дети ходили на работу там. Я смотрела фильм про Ирландию в 9 лет. В 20 веке, в 1940-х, 30-х годах дети ходили на работу, работать в Ирландии с 9 лет, представляете? Потому что были очень бедные родители, и родители хотели больше детей, они их отправляли как рабочую силу, а потом у них эти деньги забирали, что они зарабатывали. Можете себе представить такой кошмар. Вот. А мы боимся, чтобы наша 9-летняя дочка, там, может быть, где-то пол подмела, где-то там, может быть, маме помогла одежду складывать или еще что-то, или там вот сын что-то папе помог. Мы боимся этого делать. Но вот здесь намек на то, что вы же не можете все сами осилить. Это просто невозможно. Если у вас маленькие дети, я знаю, что это сложно. 5 меча говорит, что в основном всегда вы перерабатываетесь, у вас некогда уделить себе время. И высшие силы это видят и хотят сказать, что, знаете, злые силы хотели бы, чтобы вам вот внушить вот это, и чтобы вы просто не знали об этом. Хотят, чтобы вы никогда об этом не узнали. Я говорю как есть, что вам нельзя переутомляться, вам нужно заниматься больше собой. А теперь еще в 12-й дом выходит еще и очень мощная карта, потому что здесь вы на троне. Вы на троне. Вот смотрите. Король жезлов и королева чаш. Вот это вы с человеком, с которым у вас сложится все. Вот тот человек, о котором вы сейчас спросили, у вас вполне вероятно так сложится. То есть вы будете очень счастливы. Король жезлов тот, который вкладывается в свою партнершу, который вкладывается в человека, которого любит. И не делится там вот что ты для меня сделала, что я для тебя сделала. С таким человеком вам жить. И быть очень любимым, будут вас носить на руках. И вот это то, что хотят видеть высшие силы, потому что это дом тайны.
дом секретов, дом скрытого чего-то от вас, да. Если вы спрашиваете, какая у вас карма, абсолютно чистая, не волнуйтесь об этом, никаких кармических долгов на вас нет, никаких вообще кармических долгов на вас нет, я вам это уверяю вас в этом. Но вы еще должны быть очень любимы, у вас еще будет счастье в жизни, будете еще очень любимы. Вот такие дела, вот такое все хотели бы высшие силы вам передать через этот расклад на тему, о чем вам нужно знать прямо сейчас касательно всех 12 сфер вашей жизни, мои дорогие. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы я могла посмотреть, как у вас идут дела. Мне очень важно, я все прочитываю, я читаю комментарии 3 раза в день. Утром, после обеда и вечером. Прочитываю все, отвечаю на следующих видео, потому что тот, кто делает видео, он не может в комментариях ответить развернуто, это не получается. Все равно кто-то не поймет, кто-то не будет доволен мной, поэтому лучше, когда я отвечаю на видео. Теперь я хочу сказать, что я преподаю Таро и Ленорман, это мои авторские уроки, их можно приобрести у меня на сайте. У меня один сайт официальный, это как Соломон хотела сказать, но я почти умная, как Соломон, это точно, что касается уроков, без излишней скромности. Вот, мы все с вами такие уже, кстати. Потому что другое время. То, что раньше цари могли, теперь мы все можем. Второе. Да, официальный сайт один, и на него можно перейти только из моих YouTube-каналов, только. Других источников у меня нет, ни в TikTok, кстати, не TikTok, а TikTok на самом деле. Потому что вот это такое латинское «I», оно читается как «тик». Но неважно, если вы говорите «тик», так пусть будет «тикток». У меня там нет, это точно. У меня тоже нет WhatsApp, у меня нет WhatsApp. Инстаграм у меня только для моей родни, так что там, я никогда не предложу вам расклады за деньги. Знаете, что если расклады кто-то предлагает за деньги под моим именем, это все мошенники. Я никогда не предложу расклады за деньги, да? Вот. А на сайт может перейти на мой только из моих YouTube-каналов, где вы видите меня. Я, кстати, светлый маг, я себя не скрываю. Тот, кто себя скрывает, темная лошадка, да, я себя не скрываю. И еще, да, я за свой сайт плачу очень много денег. Мне стоит где-то $600 в год только за сайт, чтобы он был совершенно надежный и все такое. Так что там можете на все нажимать, смотреть, искать. Вы так просто не заплатите, не бойтесь, так что там наверняка ничего такого не произойдет. Вот так. Кстати, можно заходить же на канал всегда. Нажмите на название канала, попадете на канал, другие видео можно посмотреть. Приглашаю вас на другие видео, там тоже очень много правды для вас. Люблю вас, обожаю. Медвежьи обнимашки из медвежьей страны, и будем видеться.